Расследование в Измайловском парке продолжается. Прошлой ночью камеры засняли странные фигуры среди деревьев. Мистика парка проявилась. Пока идет дождь, я решил поискать в интернете информацию о еще каких-нибудь странных, таинственных и необъяснимых случаях, связанных с парком. И вот что я нашел. Тот, кто смотрит наши паранормальные расследования, знает, что в Красноярске есть необычный солнечный лабиринт. Предположительно, он создан для таинственных обрядов и энергетических практик для раскрытия скрытых способностей человека. Оказывается, что такой же лабиринт, но гораздо меньшего размера, есть и в Измайловском парке. Лабиринт считался местной достопримечательностью и загадкой. Его происхождение и возраст оставались неизвестными. Объект привлекал внимание москвичей своим необычным рисунком, а также странной аномалией. Внутри него годами не росла трава. Я попробовал найти этот лабиринт, но не смог. Точных координат нет, есть лишь точка на карте. А потом я увидел информацию в интернете, что московский лабиринт совсем недавно был уничтожен. Мужчина работал водителем трамвая на маршруте, который проходит через главную аллею Измайловского парка. И он рассказывает следующее. Измайловский парк – это огромный лес. Там есть благоустроенные части, но главная аллея проходит и через глухомань. Там и днем-то мало кто садится или выходит. Дело было ночью. Последний рейс. Время около полуночи. Поздняя осень. На Партизанской никто не сел, и я поехал пустой. В лесу на остановке я заметил мужика лет 50 и остановился. Он зашел, встал на передней площадке, как статуя, никакой мимики. Я вгляделся в него, и меня прошиб мороз. Несколько раз я был на похоронах, и этот человек выглядел как покойник, которому несколько дней. Серый цвет лица и пустые глаза. И я, не закрывая двери, поехал вперед. Мои ладони вспотели, а тело, наоборот, било зноб. Сзади стоит он, и я чувствую, что он не человек. Мы ехали минуты две. Вдруг пассажир хлопнул ладонью по стеклу между салоном и кабиной. Я остановился, и он вышел и ушел в лес. После этой истории водитель перевелся в другую колонну и больше по Измайловскому парку не ездил. В первой части я рассказывал про странных людей, которые встречались мне в Москве и говорили одну и ту же фразу. И в свободное от работы время я выезжал в город, чтобы еще раз увидеть кого-нибудь из этих людей. Но больше они мне не встречались. Зато я обнаружил удивительно интересное место – Бестиарий. Первый криптозоологический музей фантастических существ и невероятных монстров прошлого. По легенде, это плоды многолетних исследований профессора Вейланда Тиберия Харроустоуна, который бесследно исчез во время экспедиции. Этот музей есть в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендую всем любителям мистики. Давайте посмотрим, что здесь есть интересного, а затем вернемся к нашему расследованию в Измайловском парке.
Я пришел в парк, чтобы проверить кое-какую информацию, и сразу же начались странности. Я заметил, что мне попадается много мертвых птиц. Я позвонил Паше, и он сказал, что скорее всего это связано с тем, что я запустил активатор паранормальных событий, и это как-то повлияло на птиц. Я нашел в парке заброшенное здание. Вот оно, это ресторан «Лето». Еще в те далекие года этот парк назывался Измайловский парк имени Сталина. Когда-то здесь тусил народ, пили, ели, веселились, много было всего интересного. Сейчас это здание разрушенное. Когда-то здесь был пожар, и вот осталось несколько стен. Сейчас мы туда пойдем, посмотрим. Существует мнение, что стены заброшенных зданий могут хранить голоса прежних жильцов, их эмоции, переживания и мечты. Также есть теория, что заброшенные здания служат местом сосредоточения энергии, которая может искажать время и пространство. Некоторые исследователи предполагают, что с такими местами могут соприкасаться параллельные реальности или иные измерения. Также в таких местах могут появляться необычные объекты, странные существа или необъяснимые явления. Наибольшая паранормальная активность наступает ночью, но даже днем можно столкнуться с потусторонним. А еще такие здания притягивают маньяков. В них можно встретить сумасшедших, а также людей, занимающихся оккультизмом. Нередко в таких местах проводят страшные обряды и жертвоприношения. Остерегайтесь заброшенных зданий и той опасности, которая может таиться внутри. Наверняка вы замечали, что во многих заброшках есть большое количество рисунков, граффити, знаков, символов. Казалось бы, что здесь такого странного? Пришли дети, порисовали, нарисовали, повеселились. Но на самом деле среди всего этого обилия различных рисунков, знаков и символов встречаются тайные послания. Потому что среди всего этого хаоса цветного очень легко спрятать нужную информацию, которую увидит именно тот, кому она предназначается. Поэтому, когда я показываю какую-нибудь заброшку, где очень много различных рисунков, то всегда обращайте на это внимание. И смотря на все эти символы, знаки, внутренне постарайтесь ощутить, какой из этих знаков вам отзывается. Потому что это может быть какое-то тайное послание, которое вы интуитивно можете понять, увидеть и разгадать. Поэтому сейчас я пройдусь по этой заброшке и поснимаю различные рисунки на стенах, а потом вы напишите в комментариях, какой знак вам показался странным. И еще обратите внимание, что очень много знаков определенной направленности. В целом, что вы увидите? Какого рода эти рисунки? Хорошие или плохие? Какую энергетику они несут? Поэтому давайте быстро пройдемся по этой заброшке, посмотрим на различные знаки и символы и попробуем подумать, какие же этих знаков и символов на самом деле являются скрытыми посланиями.
Но я хочу задать вопрос. А как вы думаете, вот такие здания, которые хранят в себе историю, которые хранят в себе эмоции, вот могут ли они таить в себе именно сейчас что-то странное, необычное? А может быть, здесь есть что-то не такое интересное, которое происходит именно ночью? Как вы думаете, стоит ли прийти сюда ночью и откроет ли в темноте этот старый заброшенный ресторан свои тайны? Ну что ж, еще ездят трамваи, ходят люди, но ничего, это нам не помешает, потому что скоро все разойдутся, все улягутся спать, и этот парк погрузится в мистическую паранормальную тишину. Ну, тишина здесь, конечно, условная, потому что пространство открытое, здесь есть дороги, и вот я слышу, как ездят машины, и кажется, что здесь где-то есть рядом жизнь, но на самом деле, если мы немножко посмотрим куда-нибудь вот сюда, то прямо здесь находится лес, и туда зайти внутрь, там будет темно, тишина, и наверняка что-то будет там скрываться. Поэтому мы сейчас дождемся тишины, спокойствия, и я думаю, что паранормальные явления себя проявят. Тем более у нас есть мистический прибор, который сделал Паша. Это специальная такая штучка, которая поможет нам активировать паранормальное событие. Вот. Ну что, ждем нужного момента, часа X. Значит, у меня возникла такая мысль, а что если сесть в последний трамвай и просто прокатиться на нем, проехаться по парку в последнем трамвае, вот зайдет ли туда некто или нечто странное? Ну, вообще, на самом деле, я думаю, что, скорее всего, нет. Потому что, согласно той истории, которая происходила с водителем трамвая, то он был в трамвае один. То есть трамвай был абсолютно пуст. И нечто зашло. Если, допустим, я там буду находиться, либо кто-то еще из людей, то, скорее всего, это нечто туда не зайдет. Очень часто бывает, что паранормальные события происходят с людьми, когда они находятся одни, в одиночестве. Вот вопрос, почему так? Ну, зачастую это происходит от того, что когда человек один, у него обостряются все чувства, чувство самосохранения, и, соответственно, у него возрастает некая внутренняя тревога. В теле человека возникают определенные эмоции. И вполне возможно, что это открывает путь, открывает доступ паранормальному в этот мир для того, чтобы проявиться. Здесь, на главной аллее парка, находится кладбище скульптур. Но откуда они здесь взялись? Дело в том, что здесь находилась дача-мастерская известного народного художника, скульптора Сергея Меркулова. Это человек, который делал посмертную маску Ленина, а также многие другие монументальные работы. В 1980 году дача-мастерская сгорела, и с тех пор среди деревьев разбросаны, покрытые мхом, крупные фрагменты скульптур. Руки, ноги и даже головы. Сергей Дмитриевич Меркуров, автор многочисленных монументов Владимиру Ленину и Иосифу Сталину, создатель скульптур, портретов, памятников, горельефов, портрет Пушкина в бронзе, портрет Гоголя в гипсе и Лев Толстой в мраморе. Скульптор снял посмертные маски с поэта Владимира Маяковского, с
писателя Михаила Булгакова, а также Дзержинского, Ленина и многих других известных людей. Существует дом-музей Меркурова, в котором экспонируются посмертные маски 59 советских лидеров и знаменитых личностей, в том числе единственная оригинальная посмертная маска Владимира Ленина. В Измайловском парке Москвы, на месте, где находились мастерские и дача скульптора, установлен памятный знак. К сожалению, сейчас найти эти обломки не представляется возможным, потому что здесь очень большая растительность, и я точно не знаю, где эти фрагменты скульптур находятся. Но мне кажется, что они должны быть где-то вот здесь, где нет деревьев, потому что здесь должна быть поляна, и стояла на этом месте дача. Но сюда я не пойду, но зато я нашел кое-что другое. Недалеко от памятной стелы я нашел небольшой кусок камня. И мне кажется, что он очень похож на какую-то заготовку. Я сейчас оставлю на этом камне кассетный диктофон и посмотрим, запишутся ли на него какие-нибудь паранормальные звуки. Слышать и видеть то, чего нет. Когда вышла первая часть паранормального расследования Измайловского парка, вы написали много интересных комментариев. Знайте, что я читаю все комментарии и по мере возможности стараюсь ответить каждому. Поэтому не стесняйтесь, пишите. В комментариях вы выдвигаете разнообразные версии того, кем могут быть странные фигуры, попавшие на камеру в парке. Во-первых, многие отметили страшные паранормальные звуки, записанные на диктофон.
Олеся предположила, что голоса похожи на демонические, а в темноте летают черные сущности. Другая Олеся сказала, что за мной кто-то тайно наблюдал, а Горисфер предположил, что это были маньяки-расчленители. Интересное предположение, что великан – это хранитель леса или хозяин парка, потому что он прошел совсем рядом и от него не исходила агрессия. Татьяна говорит, что среди деревьев летают духи. Кстати, когда фигура великана прошла рядом со мной, я почувствовал мороз, ощущение холода. И Александра, которая живет в Москве и часто бывает в Измайловском парке, отметила одну особенность. Насчет холода, которым повеяло. Парк сам по себе прохладный. Ее не удивляет, что когда сворачиваешь в парк с горячего шоссе, тебя обдает холодом. Но ее поразило, что когда идешь вдоль оживленной улицы в парке, становится тихо и прохладно даже в 30-градусную жару. Александра говорит, что с паранормальными явлениями в парке не сталкивалась, но места, где очень не по себе, там действительно есть. Еще было предположение, что рядом со мной прошел леший, хранитель леса, а Егор предположил, что это прошел призрак Бигфута, то есть Йети, снежный человек. А теперь, внимание, я обнаружил кое-что интересное. Многие зрители канала знают, что я снимал интервью с исследователем Андреем Строгановым. Так вот, для подписчиков нашего телеграм-канала я снимал небольшое приветственное видео с Андреем Строгановым, и он сказал очень необычную вещь. Давайте послушаем. Так, всем привет! Дорогие друзья, сегодня произошла знаменательная встреча. У меня в гостях оказался совершенно случайно в Красноярске Андрей Николаевич Строганов, известный исследователь. Это друг, коллега и соратник Дмитрича Бурцева, исследователя снежного человека, Виктора Николаевича Фефилова, исследователя полтергейста. А Андрей Николаевич, он специалист по исследованию Тунгусского метеорита и снежного человека. Андрей Николаевич, как вам Красноярск? Прекрасный город, а такая погода вообще это его делает неповторимым в мире. А как вы думаете, можем ли мы где-нибудь на улице встретить снежного человека, поздороваться с ним? В Красноярске? Да. Я думаю, да, только надо пойти в парк для этого. То есть нужны деревья, лес, река. Ну, городской парк. Вот вы представьте, вот в парке есть тропинки. А кто ему мешает под тропинкой выкопать пещерку и жить там? А заходить он может через, ну там где-то болото, там, если парк такой вот, через воду там заходит и все. У нас в московских парках есть специальные люди, которые находят признаки его присутствия. О, как интересно. Да. Прям в городе, в Москве. Прямо в городе, в Москве. Получается, что по утверждениям некоторых исследователей, йети могут находиться и даже жить рядом с человеком, например, в городском парке. Как вы думаете, может ли огромная, полупрозрачная, человекоподобная фигура, которая прошла у меня за спиной в Измайловском парке, быть снежным человеком? Напишите в комментариях свои мысли об этой версии.
Значит, иду по парку в сторону заброшенного ресторана «Лето». Несу в руках вот этот Пашин магический прибор для активации паранормальных явлений. И как вы думаете, что я обнаружил? Вот что можно найти в парке в Москве? Как вы думаете? Знакомьтесь, тележка с чуркой. Вот такие дела. Стоит просто тележка с чуркой. Вот как она могла мне здесь попасться? Просто так? Я думаю, что это все-таки действие вот этого Пашиного магического прибора, который запустил цепочку паранормальных событий, таких как мигание света и вот эта чурка. Чурка стоит просто в тележке посередине аллеи. Ну что, вот я и пришел к заброшенному зданию ресторана «Лето», которое находится в Измайловском парке. Вот. Сейчас ночь, тишина. Я буду действовать так. Я сейчас зайду внутрь с Пашиным магическим прибором. Немножко там постою для того, чтобы паранормальная активность, если она есть в этом здании, чтобы она активировалась. Вот, и тогда я поставлю камеры, а сам уйду. Камеры будут записывать, и посмотрим, есть там что-то или нет. Ну что ж, иду активировать паранормальную активность в заброшке. Конечно, надписи сейчас выглядят очень зловещие и страшные. Так, заходим с обратной стороны. Так, ну что ж, захожу внутрь. Так, ну что, я нахожусь в дальней комнате, которая со всех сторон закрыта. Это своего рода комната-ловушка. Здесь только один выход. Сейчас я активирую Пашин магический прибор.
Поставлю камеру и уйду отсюда. Снимать активацию прибора я не буду, потому что Паша это запретил. Ну все, работаю очень быстро. Моя командировка подходит к концу, и я улетаю в Красноярск. Расследование мистики Измайловского парка завершено. Обнаружены паранормальные явления, которые требуют анализа и осмысления. Пишите в комментариях свои мысли, советы, версии и пожелания. А сейчас давайте посмотрим, что засняли камеры этой ночью. Слышать и видеть то, чего нет. Ощущать.